And it goes a little something like Блин, что происходит? Походу нас закрывают. У нас еще есть время убежать, пока они нас не закрыли. Итак, как вы уже, наверное, догадались, нас закрыли снова на карантин. Но прежде чем продолжить, я расскажу, как же все это случилось. 5 июля многие получили сообщения в своих группах подъезда или домов, причем в разных районах, что все должны вечером сделать ПЦР-тест. Более того, во многие комплексы приехали специальные работники в белых костюмах, как это было раньше, когда был закрыт весь город и не было еще этих ПЦР-киосков на улице по всему городу. Короче говоря, мы не хотели делать тест со всем своим комплексом, а сделали отдельно в будке по нескольким причинам. И после этого я как-то вообще не заходила в WeChat и не проверяла больше диалог нашего дома, но потом заметила много уведомлений, и оказалось, что там всех предупредили, что с завтрашнего дня весь комплекс будет закрыт. А мы как раз только зашли в комплекс в этот момент, и, честно говоря, первая мысль — это бежать подальше. Вторая — у нас есть кошка. В общем, мы сели и начали обсуждать все с Максом, как же быть. Стоит ли ехать к нашему другу и у него пожить, или оставаться у нас. Но из-за того, что работа сейчас онлайн, кошка, а также много всего, что нужно сделать по дому, то есть разобрать, паковать вещи, успеть продать технику, мебель нашу, да и вообще мой паспорт до сих пор в визовой компании. Поэтому было принято решение оставаться взаперти. Вообще у нас есть нормальный вход, но этот очень близко к подъезду нашему находится, у нас большой комплекс, поэтому мы попросили довести сюда, чтобы недалеко оттащить было пакеты. Выглядит, конечно, как в тюрьму доставляют. Также хочу дополнить, не помню какого числа, может быть это 1 или 2 июля, в соседнем подъезде был найден, внимание, контактный случай. Это значит, что кто-то как-то взаимодействовал с человеком, хотя, может, даже и просто рядом был в одном здании, а потом у того человека обнаружили позитивный тест на корону. В нашем комплексе все началось с этого соседнего подъезда. Тут раньше палатка стояла от солнца, даже вентилятор я видела внутри стоял. Так вот, в этой ситуации правило следующее. Закрывает только подъезд на 2+5 дня. Это значит, что 2 дня вообще нельзя выходить, то есть им оградили лентой вход в подъезд, а 5 дней самостоятельно следить за здоровьем. Точно не знаю, что это значит, наверное, им просто нужно будет чаще тест сдавать. Честно, не знаю. Но выходить полностью можно, а всего комплекса этот контактный случай не касался, то есть все мы были открыты. Но вернемся назад к нашему карантину. 6 июля утром нам сказали, что поскольку у нас есть позитивный случай, мы закрыты на 7 дней. А тесты нужно будет сделать на 1, 2, 3 и последний день. Причем попросили 6 утром снова сделать тест, на что мы с Максом отказались и не вышли, потому что мы же только ночь назад сделали ПЦР-тест всем городом, и только ночь прошла, смысл делать еще раз его. Нам, кстати, ничего не было за это в плане никаких звонков, жалоб или еще чего-то. Кстати, вначале нам еще принесли какую-то брошюру. Нам принесли только что какой-то буклет, всем причем, в комплексе. А здесь книжечка, какая-то ложечка непонятная, и вот такая вот деревянная, я не знаю, мне кажется, это какой-то оберег. Оберег от коронавируса или что это вообще. В этой книжке, это как буклет, наверное, тут про, я так полагаю, я на самом деле не знаю, не переводила. Здесь про вирус, наверное, про вакцинацию и так далее. Это похоже на закладку, на самом деле. Здесь нарисовано. А вот эта ложка, это показывает дневную норму соли, которую нужно принимать в пищу. А, кстати, здесь написано «не курить». Спасибо. Лучше бы дали нам свободу. На следующий день мы сделали тест, потому что я очень затупила и неправильно прочла одну новость. В общем, мне показалось, что можно будет податься на пропуск для выхода из комплекса онлайн, указав все данные, и я это все сделала, и в конце был пунктик, что для подтверждения вашей заявки нужно будет иметь свежий тест, который вы сделали за последние 48 часов. Поэтому, собственно, мы и пошли. А потом оказалось, что то заявление, что я делала, это просто документ для работы, который с печатью и дает право на сохранение вашей зарплаты во время карантина. А я подумала, что с этой бумажкой я могу выйти из комплекса по причине работы. А на 3-й день тест для всех отменили. Позже написали, что нашли снова позитивный случай в том же подъезде, где был
первый случай заражения. И тут просто вся логика этой нулевой политики ковида в Китае. В группе дома начали писать, что нам приплюсуют еще 7 дней. И как это неудивительно, многие местные соседи начали возмущаться. Я в ходе всех делов вообще предложила идею, от которой они были в восторге, ведь, как я поняла, до этого никто не додумался до этого. В общем, у нас большой комплекс, и здесь живет более 1000 людей. Соответственно, шансов оставаться в заперти больше, чем у тех, кто живет в обычных домах, а не жилых комплексах. Так что вот вам инсайт для жизни в Шанхае. Выбирайте лучше частные дома или отдельные единичные дома. Ну или другой город, что на сегодня немножко уменьшает шансы жизни в заперти. У нас 5 или 6 больших зданий, в которых по несколько подъездов и 3 выхода из всей территории. Но все пользуются одним таким главным входом, туда посылки привозят, и охрана там сейчас тусуется из-за вируса. В общем, я им написала, чтобы наше здание, которое дальше от всех, оградили и оставили нам выход из комплекса, который прямо под нами. Вот мы и не будем контактировать ни с кем, я играю по их же логике. Предложила им разделить весь наш комплекс на 3 части, чтобы у каждой части был свой выход. Тогда меньше шансов будет сидеть на карантине. Многие поддержали меня, но проблема в том, что за этой всей системой, как я поняла, идет как иерархия начальников. Все слушают жалобы, передают куда-то, но по факту ничего не меняется, потому что, мне кажется, тот, кто может повлиять, ему не доходит вся информация, ну или ему вообще все равно, и там абсолютно другой план. Короче, наш подъезд решил объединиться и звонить на горячую линию в разные службы и кидать жалобы. Yes. Okay. So let me help you to transfer this case to the government bureau to help you ask. Также через специальное приложение по этой всей ситуации все писали жалобы. Пытались найти какого-то главного по району, какого-то главу секретариата, который недавно поменялся, и никто не знает, кто же сейчас сидит на этой должности. Судя по перепискам, китайцы сами были взбешенными, и все решили объединиться и устроить бойкот, когда нам сказали, что 10 числа нужно будет снова сделать тест. Ведь, напомню, раньше нам сказали, что нужно будет сделать тест в последний день, то есть 11 числа. А тут уже говорят, что 2 дня подряд. То есть их система меняется. В общем, многие отказались, но я с окна видела, что некоторые все-таки вышли и сделали тест. Даже не некоторые, а довольно много людей. Вообще, когда я увидела сообщение про бойкот, про какое-то противостояние этой всей системе, мне понравились мои соседи, потому что, как мне показалось, они решили пойти против этой системы. Не знаю, к чему это приведет, потому что на сегодня никаких результатов этой всей борьбы, к сожалению, нет. Многие пытаются идти против системы, в которой нет логики, никто здесь не боится уже вирус, все боятся остаться без свободы. Кстати, добавлю, что положительные случаи ввозят в изолятор. Об этом вы знаете, наверное, с моих прошлых видео. Сегодня 6-й день, как мы сидим в заперти. Вообще несправедливо. И обещанное завтра, как должны нас открыть, скорее всего, не наступит. Вернее, наступит, но нас не откроют. И сегодня нам принесли гуманитарную помощь. Не очень радостно ее получать, потому что все-таки последний день должен был быть сегодня. Нам приносят несколько пакетов еды, 2 комплекта мяса, овощи и дыню. Лучше принесли нам свободу. Также помимо 2 кусков мяса нам принесли овощной пакет, пекинская капуста, брокколи, огурцы, синенькие баклажаны, картошка, помидоры, имбирь, чеснок. Это обязательно при готовке разных овощей в Китае. Также еще нам принесли дыню. Конец. Честно, я не знаю, как все решится, но все постоянно шлют жалобы, пытаются разрулить это. Ведь комплекс большой, и это нелогично закрывать всех, если находят какой-то один случай. Я думаю, вы-то это понимаете. Сложно представить такое в какой-либо другой стране, не коммунистической, в стране, в которой меняются президенты периодически. Европа, Америка, уже все давно без масок. Кстати, тут я хочу подчеркнуть, что культура, вернее мода масок в Китае была еще до пандемии. Поэтому не удивляйтесь, что тут все
постоянно в них. Еще до коронавируса многие ходили по улице в масках, и на это были разные причины. И загрязнение воздуха, и просто какие-то милые азиатские маски с какими-то там, не знаю, принтами. Иногда мне казалось, что они просто скрывают свое лицо так, например, не знаю, не накрашенное. Также носили маски раньше от загара, ведь, как вы знаете, белая кожа в Китае — это признак не только красоты, но и богатства. Когда нас только закрыли, я посчитала и поняла, что мы были на жестком локдауне 1,5 месяца, потом полмесяца, когда мы могли выходить, но ничего почти не работало. Потом июнь, когда все открылись, но нельзя было посещать большинство общественных мест, вернее, только на вынос можно было кушать. И июль, когда с 1 числа сняли все ограничения, но что-то в этой системе пошло не так. На самом деле, сейчас, конечно, легче находиться в этом карантине, потому что легко можно заказать все онлайн, нет дефицита продовольствий, как раньше. А еще сейчас на улице просто невыносимо жарко. По новостям передали, что недавно был самый жаркий день за последние 145 лет в Шанхае. У меня в приложении погоды показывала температуру выше 40 градусов, а из-за влаги пишут, что ощущается как 52 градуса. Только представьте себе, насколько здесь некомфортно находиться в этом влажном и жарком климате. Поэтому даже при открытом комплексе мы бы вряд ли выходили на улицу. Поэтому хоть не так обидно. Тут пусто вообще, 0 людей на улице. И это не из-за вируса, это из-за жары. Кстати, я заметила, что время в этом новом карантине у меня проходит продуктивнее, чем раньше. Ставлю все цели, чтобы успеть сделать все по дому, пока не уехали. Я просто себя так, наверное, оправдываю и успокаиваю. А вообще есть замечательная книга Виктора Франкла «Психолог в концлагере». Автор разделяет свободу физическую от свободы души, внутренней свободы, которая не должна зависеть от внешних раздражителей. Очень познавательно и, кстати, очень рекомендую эту книгу. Также во всех наших передвижениях есть один моментик, который немножко все усложняет. И это наша кошка. Кстати, она мне даже видео усложняет. Честно говоря, мы еще в январе планировали, что будем улетать с Китая где-то осенью этого года, но судя по тому, как начался этот год, 2022, сейчас вообще сложно строить какие-либо планы на будущее. В моей стране война, мой родной город оккупирован. Где в этом мире сейчас безопасно жить, вообще непонятно. Также из-за вируса в этом году все билеты из Китая выросли в цене где-то в раз 5, наверное. И если даже сравнивать направление Шанхай, например, Лос-Анджелес, который до пандемии стоил где-то, не знаю, $300, то сейчас это будет уже несколько тысяч долларов в одну сторону. В общем, мы пока думаем и сравниваем несколько вариантов переезда, завершаем здесь дела с бизнесом в Китае, а я пока создаю для вас интересный и правдивый новостной контент из Китая. Поэтому поддержите меня своим лайком, подписывайтесь на мой канал, ведь моя статистика говорит, что больше 85% зрителей не подписаны на меня. Ну, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!